Отечественному слушателю, выросшему в глухой изоляции советских времен от зарубежного музыкального мира, трудно представить истинный масштаб заслуг группы The Who перед рок-н-роллом в мировом масштабе. Очень жаль, что у нас мало и плохо знают группу, вошедшую в элиту мирового рока еще в середине 60-х, изобретшую в глазах миллионов жанр рок-оперы и записавшую концертный альбом, который многие эксперты склонны считать первым хард-роковым концертным альбомом. Для жителя СССР The Who всегда была командой, которой пугали детей и подростков. Страшилки о трагедии перед концертом в Цинциннати в декабре 1979 года и рассказы о диких концертах группы были дежурным блюдом в комсомольско-молодежной прессе вплоть до конца 80-х. А на самом деле The Who изобрели имидж громкой и героической концертной группы, который был потом с успехом использован зрелыми Led Zeppelin в их покорении мира. Почему так вообще получилось? Наверное, ближе всех к истине оказался, как ни странно, такой левак и обскурантист, как главный редактор американского журнала Rolling Stone Ян Венер. Музыка группы The Who может быть названа только рок-н-роллом, и никак иначе. В ней не услышать влияния ни фолка, ни блюза. Все, что повлияло на The Who, это сам рок-н-ролл. Англичанин Роджер Долтри в далеком 1959 году основал группу The Detours. В начале 60-х он знакомится с басистом Джоном Энтвистелом, которого приглашают в группу, а спустя короткое время Джон приводит гитариста Пита Таунсенда. Группа сменила ряд вокалистов, пока за стойку микрофона не взялся сам Долтри. При этом Таунсенд остался единственным гитаристом в коллективе. Вскоре мама Таунсенда помогла группе заключить контракт с местным промоутером, и группа стала играть по небольшим клубам, исполняя каверы на других музыкантов. Вскоре, узнав, что уже есть группа с похожим именем, коллектив меняет его на The Who, а последним постоянным участником становится Кит Мун. Группа нашла способ привлечь фанатов после того, как Таунсенд случайно сломал гриф гитары о низкий потолок во время концерта. И уже на следующем концерте фанаты призвали Пита повторить трюк. Он сломал свою гитару, и Кит Мун последовал его примеру, разбив ударную установку. Особенно популярные The Who стали среди модов. Это такая британская молодежная субкультура, отличительной чертой которых было их особое внимание к внешнему виду и любовь к музыке. Поэтому на раннем этапе музыканты даже адаптировали свой внешний вид под эту субкультуру. Кит и Крис подтолкнули Пита начать писать песни, и они привлекли внимание продюсера группы The Kings Шела Тауни. В итоге The Who подписали с ним контракт, а песня I Cannot Explain пробилась в топ-10 в Британии. Роджер Долтри занимал положение лидера группы, порой доказывая свой статус с помощью кулаков. Возрастающие композиторские способности Пита угрожали этому статусу, особенно после успеха сингла. В итоге музыканты принудили Долтри покинуть группу. Это произошло после того, как он обнаружил наркотики Кита Муна и смыл их в унитаз. Кит попытался возразить, но Роджер свалил его всего одним ударом. Позже Роджер обещал вести себя прилично и был принят обратно. В 1965 году коллектив выпускает свою первую пластинку. Ядреная смесь из гаражного рока и ритм-блюза не оставила равнодушными британских фанатов. Благодаря успеху заглавного сингла пластинка добирается до 5-й строчки в национальном чарте. Правда, почти сразу же после этого у группы возникают распри с продюсером.
Музыканты разрывают с ним контракт и переходят на Atlantic Records. Tell Me ответил встречным иском, и группа была вынуждена заплатить гонорар Tell Me за следующие 5 лет. Это событие, а также чрезвычайно дорогие замены разбитых инструментов вскоре ввели группу в большие долги. Чтобы заработать денег, группа начала делать следующий альбом. Но с оговоркой, что каждый член группы сочинит для него 2 песни. Роджеру Долтри удалось только одна. Киту Муну 1 песня и 1 инструментальная композиция. Джон Энтвисл, однако, написал 2 песни. Для нового альбома не хватало материала, поэтому Таунсенд, основной автор группы, написал 9-минутную пространную композицию, своего рода мини-оперу. Рассказ о женщине, ждущей своего мужа, которую совратил машинист. Второй студийник хоть и занял 4-ю позицию в чартах Британии, но все же пользовался меньшей популярностью, чем дебютник. Тем временем в группе удается разрешить споры с лейблом, и ее пластинки начинают выходить в США. Возросший интерес за океаном позволил провести там успешное турне. А во время тура скандальная известность коллектива многократно возросла. И все благодаря безбашенным тусовкам, а также привычке группе громить гостиничные номера. Пока популярность группы росла в Америке, в Великобритании она начала падать. Их следующий сингл – самый успешный сингл в США. В Великобритании попал только в топ-10. Успех следующих синглов был еще меньше. Выпущенный в декабре 1967 года альбом продавался хуже, чем предыдущие. Этот концептуальный альбом, разработанный как вещание пиратской радиостанции, позже будет считаться одним из лучших альбомов группы. Во время этого спада Пит Таунсенд перестает принимать наркотики и увлекается учением индийского мистика Мехер Бабы, согласно которому тот, кто может воспринимать земные вещи, не может воспринимать мир Бога. Популярная версия говорит, что именно из этого у Пита родилась история о мальчике, который оглох, онемел, ослеп и, избавившись от земных ощущений, смог увидеть Бога и, излечившись, стал мессией. В итоге история стала всемирно известной как рок-опера «Томми». Менее известный факт состоит в том, что на Пита оказало серьезное воздействие идея рок-оперы «The Epic», которая стала первой в истории и была написана Ларри Норманом, являвшимся в то время участником довольно популярной христианской группы People, чье влияние Пит по понятным причинам сейчас отрицает. You can't go running all over the country. There's perilous dangers, mysterious strangers, and fire-breathing dragons. The Who работали над Томми с лета 68 по весну 69 года. Поначалу альбом не вызвал ажиотажа, но после того, как группа начала исполнять его вживую, он завоевал популярность. Сильное впечатление Томми произвел, когда группа исполняла его на фестивале Вудсток в августе 69-го. Они выступали при восходе солнца.
Заснятые на кинопленку и показанные в фильме «Вудсток», The Who стали международной сенсацией. Кит Мун также нашел способ продвигать альбом, исполняя его в театрах оперы, а также заключил сделку с Universal Studios, договорившись о постановке фильма. По опере ставились балеты и мюзиклы. И некоторые зеваки даже думали, что название группы не The Who, а именно Томми. На следующий год группа выдает умопомрачительный концертник, который окончательно утверждает группу как живых рок-идолов. И в 70-е британцы вступали с большим оптимизмом и кучей амбиций. Но внутри коллектива не все были довольны тем, что Таунсенд практически полностью контролировал процесс написания материала. Всем участникам группы требовался выход собственного творческого потенциала. Уже в 1971 году Джон Энтвисл выпустил свою дебютную пластинку, положив начало череде сольных альбомов участников группы. Роджер Доутри также начал сольную карьеру после строительства студии в своем амбаре. Его сингл попал в топ-10 Британии и придал Роджеру заряд мощности, которого у него не было в группе. Однако, помимо этого, певец начал расследование по финансовым делам менеджера группы Кита Ламберта и Криса Стампа. Он обнаружил, что они неправильно использовали финансовый фонд группы. Пит Таунсенд, который считал Ламберта своим учителем, занял его сторону, что привело к еще большему разладу в группе. Тем не менее, это не помешало участникам полноценно участвовать в записи следующего альбома, который вышел в 1971 году. Пластинка была встречена слушателями на ура, а часть музыкальных критиков вообще называет данный релиз творческим пиком британцев. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Тем временем группа начала работу над новой рок-оперой. В основу сюжета легла история Джимми. Он работает на грязной работе, чтобы заработать на мотороллер, стильную одежду и на достаточное количество таблеток, чтобы провести выходные. Высокие дозы наркотиков приводят к тому, что его личность раскалывается на 4 составляющие, каждая из которых представлена участником The Who. Родители Джимми находят таблетки и выгоняют его из дома. Он приезжает в Брайтон, чтобы возвратить славные дни модов, но находит лишь бывшего главаря модов, ставшего скромным гостиничным носильщиком. В отчаянии он берет лодку и выходит в море в сильный шторм и наблюдает явление Бога. С этим альбомом было много проблем после записи. Сведение привело к потере вокала на записях. На сцене группа пыталась воссоздать первоначальный звук. Ленты отказывали в работе, и все превращалось в полный хаос. В добавление ко всему, жена Кита Муна бросила его перед туром и забрала дочь с собой, из-за чего тот стал глушить печаль в спиртном и даже хотел покончить с собой.
На шоу в Сан-Франциско, открывавшем американский тур, он потерял сознание в середине шоу и был заменен барабанщиком Скоттом Халпином, приглашенным на сцену из зрительского зала. А тем временем группа работала в режиме нон-стоп. Сразу по окончании тура начались съемки фильма «Томми», в котором главную роль сыграл Роджер Долтри. Помимо него в съемках были задействованы такие звезды, как Элтон Джон, Эрик Клэптон, Тина Тернер и даже сам Джек Николсон. Но вот получившийся результат стал разочарованием для широкой публики, и кинокартина получила признание лишь у фанатов самого коллектива. По этой причине Пит Таунсенд получил нервный срыв и начал выпивать больше обычного. Следующий альбом, хоть и попал на ведущие строчки в чартах, но не пользовался такой популярностью, как его предшественники. Все достигло своего пика во время одного из концертов. Публика кричала Питу, а он вдруг понял, что уже ничего не хочет. Страсть от выступлений начала остывать. После двухлетнего перерыва группа вернулась в студию для работы над следующим альбомом. Запись протекала без особого энтузиазма, а в результате злоупотребления алкоголем Муд вообще растерял часть своих навыков и был не в состоянии даже запомнить свои барабанные партии. Он стал алкоголиком, набрал вес и в свои 30 выглядел на все 40. Коллектив решил снять документальный фильм. Но впереди ждала трагедия. После вечеринки, организованной Полом Маккартни, Кит Мун вернулся к себе домой и принял 32 таблетки лекарства, прописанного для борьбы с его алкогольной зависимостью. От этой смеси Кит упал в обморок и был обнаружен мертвым на следующий день. Ему было 32 года. Смерть ударника потрясла фанатов и саму группу. Высказывались предположения, что The Who прекратят свое существование. Но у группы были слишком большие планы, чтобы прекращать свою деятельность. В 1979 году выходит их документальный фильм. Помимо него в прокат поступает фильм, основанный на одноименном альбоме. И в том же году группа объявляет о том, что новым ударником становится Кенни Джонс. Однако участники группы все больше и больше концентрируются на собственных проектах. Ведь проблемы Пита Таунсенда стали очевидными для всех. Он был пьян практически всегда. На концертах играл бесконечные соло-партии или долго разглагольствовал со сцены. Его пьянство переросло в кокаиновую зависимость, а позже и в пристрастие к героину. И следующий альбом, несмотря на вполне успешный сингл, подвергся жесткой критике. Роджер Долтри осознал, что Пит уничтожает себя, и предложил прекратить гастроли, чтобы спасти его. Однажды Пит даже едва не погиб после передозировки героина и был спасен в больнице в последние минуты. Под давлением родителей он ложится в реабилитационную клинику для лечения. После возвращения он не чувствовал уверенности для написания нового материала и попросил группу предложить ему тему. Группа решила записать альбом, отражающий их отношение к растущему напряжению холодной войны. И результатом стал альбом, который почему-то рассматривал изменение роли мужчины с ростом феминистских настроений. Критикам и фанатам альбом не понравился.
Стало очевидно, что группа стремительно приближается к распаду, о чем и было объявлено в 1983 году. Entwistle и Daughtry сконцентрировались на своих сольных проектах, и группа лишь раз объединилась в 1985 году для благотворительного концерта Live Aid. После этого прошли еще долгие годы, пока в конце 90-х Пит и Роджер не объявили о том, что старые распри остались позади, и они готовы возобновить совместную деятельность. В начале 2000-х группа дает несколько больших концертов, но уже в 2002 году ее вновь поджидает трагедия. От сердечного приступа, вызванного приемом наркотиков, умирает Entwistle. Но даже этот случай не остановил группу. В 2006 году Таунсенд и Daughtry при помощи ряда сессионных музыкантов выпускают альбом, который попадает в топ-10 по обе стороны Атлантического океана. В последующие годы группа достаточно активно выступала и даже поучаствовала в церемонии закрытия Олимпиады 2012 года. А в 2019 году вышел последний на данный момент студийный альбом. Вы думаете, каким может быть альбом группы, в которой двум оставшимся в живых музыкантам-ветеранам хорошо перевалило за 70? Унылые и вялые дедушкины песни, которые будут слушать только исключительно ровесники музыкантов, да их самые упертые поклонники? А вот и нет. Альбом демонстрирует прыть неимоверную и разом девальвирует все попытки молодых групп заново изобрести настоящий британский рок. С такой финальной работой Питу Таунсенду и Роджеру Daughtry точно не будет обидно уходить на пенсию.